Привет, дорогие друзья! Мы на канале Na'Vi Junior Dota 2. С вами, как всегда, Яна. И сегодня вместе с вами мы познакомимся ближе с игроком нашей команды, именно с Дейзом. Но будет не совсем стандартное интервью. В этом видео я буду не только задавать вопросы, но и отвечать на вопросы Тамера, который он для меня подготовил. Привет, Тамер. Привет. Ты готов? Да, я готов. Называй цифру. Цифра 5. Хорошо. С кого ты брал пример, на кого равнялся и на примере какого игрока ты учился, как только начинал играть? Я вроде уже упоминал там в каком-то видео про лист игроков на International. Вот, что Крит, да, мой просто кумир. Не знаю, сколько реплеев, но минимум там 50 точно посмотрел. Я прям каждый его стрим смотрел, и вообще для меня это лучший игрок в Доте на 4 пас. То есть с самого начала и до сих пор для тебя именно Крит является примером в киберспорте Доты? Скорее всего, да. Ну, не уверен насчет нынешнего времени, но все же он до сих пор в моем сердце. Кто сейчас еще попал в твое сердечко? Ну, тебя видно, наверное, Сакса. Угу. Я за ним смотрю еще со времен OG, когда он туда пошел. Вот. Тоже крутой чувак. И игрок. Хорошо. Давай номер 1. Так. Твоя любимая игра, чтобы залипнуть на несколько часов? Когда-то давно я очень много играла в Crysis, Crysis Wars, Crysis 2, Crysis 3. Я могла ночами напролет играть до универа, потом делать вид, что я просыпаюсь, типа, и ехать в универ, и после этого опять играть. И была даже ситуация, когда я 2 недели так провела за ноутом, у меня ноут очень сильно перегревался, у меня было 30 FPS, и я играла на подоконнике, чтобы он как-то охлаждался, потому что не было денег на платформу для охлаждения. Через какое-то время я потеряла 4 или 5 килограмм. И один раз я подумала, что проспала универ, очень резко встала, потеряла сознание, попала в больницу, и мне сказали, что у меня астения, истощение организма. И вот тогда папа сказал, что давай с тобой договоримся, я не против твоих увлечений, но без фанатизма. Потом я играла очень много в Battlefield, и стримила Battlefield, и играла еще и в колду, потом, как понятное дело, играла в CS, потом появился Валик, когда это была бета, Apex. А сейчас я играю в игру, которую мало кто знает. Она в бете. Это раньше назывался Paragon, сейчас это уже Orb Prime, если не ошибаюсь, или просто Prime. Это моба от третьего лица с очень прикольной графикой. И там я играю за Химеру, фармлю лес и гангаю при необходимости. Вот завтра заканчивается бета, поэтому сейчас мы с тобой записываем интервью, и Яна до утра будет висеть в Парагоне. Понятно. Ну, советую вот Доту любимую. Блин. В игру залипнуть Думаешь, несколько часов. Думаешь, да? Думаешь, Ну, понравится, да? Угу. Да, можно еще вот с нашим капитаном Ридусом Пати пойти, он там нормальный контент наводит. Чтобы с меня сгорели просто, потому что я рак. Да не, там по-другому все будет. Там... Жду цифру. Я боюсь вообще называть цифру, боюсь задать вопрос. Ну, получается 9 теперь. Расскажи о своих планах помимо киберспорта. Может быть, хотел бы чему-то научиться, попробовать что-то новое или пройти какие-то курсы? Там вроде в командном интервью я упоминал, что я занимаюсь еще помимо доты криптой. Угу, криптохимик. Вот, что в целом, меня очень привлекает там предпринимательский формат жизнедеятельности, там бизнес в общем. Вот, и скорее всего я бы был криптотрейдером, либо же какой-то бизнес начал бы с нуля. Насколько я знаю, сейчас с криптой не все так хорошо, как хотелось бы. Ну, это для... то есть, короче, в любое время можно в крипте заработать много денег. Даже на падении люди зарабатывают. То есть надо просто приспосабливаться к определенным явлениям, в общем. То есть можно не ожидать, падения и заработать на этом. А не просто покупать и ждать, пока все вырастет. Вот. Я примерно на этом и поднял небольшую сумму. Вот. Хорошо. Давай тогда, у меня был 1.5, давай тогда пускай будет 10. Кого ты считаешь самым легендарным игроком за всю историю киберспорта? Блин, я сейчас буду максимально тривиально, потому что я до сих пор считаю и буду считать, скорее всего, что Simple — это живая легенда, и он с каждым годом это все доказывает и доказывает, и вот недавно ему дали лучший игрок десятилетия, 1 место, и мне кажется, что тут, в принципе, комментарии лишние. Simple просто легенда, я думаю, что он уникальный, это феномен нынешнего киберспорта, и вполне возможно, есть еще пару игроков, которые смогут стать на таком же уровне, либо же его превзойти. Вполне возможно, это Бит, я в него очень сильно верю. И есть еще один игрок, которого я называть не буду.
Но я думаю, что он посмотрит это интервью и поймет. Поэтому пока так. Ну, я бы на самом деле также ответил, наверное. То есть, несмотря на то, что я дота игрок, Simple, ну, слишком хорош. Никто еще в доте не повторил его успех. Я думаю, никакой сфере, ну, то есть никакой дисциплине еще не повторил его успех. 16. И тут наступает киберспортивная пенсия. А когда она наступает, по твоему мнению, и действительно ли возраст так сильно роляет на сцене? И чем бы ты хотел заниматься после завершения карьеры? Так, ну это все индивидуально. То есть, допустим, Пупей, я точно не знаю, сколько ему лет, ну, около 32, там, могу ошибаться. Он доказывает обратное, что ты можешь в любом возрасте, ну, практически в любом, добиваться успеха. Главное иметь желание, главное иметь ту же мотивацию, то же стремление к победе. По моему мнению, вот, допустим, многие игроки, которые добиваются успеха, они уже не с таким рвением рвутся к победе, ну, не с такой силой, и они уже готовы проиграть. Вот. Но Пупей идет до конца. На любом турнире. Ты думаю, все-таки это все индивидуально, такого прям точного ответа нет. Ну, к 35, думаю, уже точно. Тут уже там просто возможности особой нет продолжать киберспортивную карьеру, потому что у тебя там личная жизнь, семья и так далее, и там уже не до киберспорта. Угу. Можно собирать девайсы потихонечку. Да, 35. да. Что буду я делать после киберспортивной карьеры? Ну, также жить, играть доту, торговать криптой, да. Возможно, бизнес начну с тех денег, которые заработаю, да, на доте. Ты активно занимаешься спортом. В чем находишь мотивацию, чтобы не забрасывать тренировки? Когда вижу, что не влажу в штаны, тогда мотивация приходит сама собой. На самом деле нет, просто для меня тренажерный зал — это возможность переключиться после работы, так как мы часто сидим у ПК, ты придумываешь какие-то идеи, какие-то рубрики, вопросы, очень много мозговой деятельности, поэтому для меня спорт — это возможность переключиться, плюс это то место, где ты выкладываешься, это место делает тебя лучше, ты становишься сильнее, поэтому, в принципе, для меня, ну, я никогда не ищу мотивацию, для меня это как правило. Вот, есть день, нужно поработать, а вечером нужно потренить, так, чтобы прийти домой и уже сейчас чувствовать потихонечку крепатуру. Поэтому это та штука, которая на протяжении уже со мной лет, наверное, 10, и я думаю, что на протяжении всей жизни я буду стараться максимально много заниматься спортом, ну и не забрасывать в любом случае. 11 вопрос. 11 вопрос. Как ты относишься к экстремальным видам отдыха и спорта? Большой фанат. Я большой фанат таких вот, Мгм. таких штучек. Я люблю адреналин. А что самого такого экстремального и сумасшедшего ты делал когда-либо в своей жизни? Ну, мы с семьей были в Корее как-то. Я был, ну, маленьким, вот, и хотел на лифт. А лифт — это вот, получается, такой аттракцион, там, поднимаешься вверх, там, на какую-то определенную высоту, и потом свободным падением падаешь. Вот, ну вот, мне нельзя было вообще туда, то есть я не подходил по росту. Вот. Я почему-то запомнил это на всю жизнь. Все-таки ему как-то там мой папа договорился. Я прошел. Ну вот уже сидим, а там где-то высота, ну метров 150, может 200. Вот, и вот я уже на 200-метровой высоте, я понимаю, что, блин, я как-то, ну, какой-то маленький, я могу, типа, выпасть спокойно, просто взять и выпасть, там, как бы я сильно держался. Вот, но слава богу, там, я не знаю, я не помню, что именно произошло, но я как-то удержался, но я в моменте чуть просто не выпал оттуда, прям вот, ну, во время падения. Вот, я на всю жизнь запомнил это. И мне это понравилось. Вот, мы потом пошли на другие там аттракционы, еще похлеще. Ну и в целом я люблю. То есть я не боюсь, а если будет возможность, я обязательно там испытаю адреналин. А что хотел бы попробовать? Может быть, что-то есть в планах, там, прыжок с парашютом, банджи-джампинг, что-то в этом роде? Ну, я хочу очень круто научиться кататься на лыжах. И, насколько я знаю, там есть всякие ивенты. Вот, там можно, типа, всякие прыжки, там, или в лес заехать. Ну, вот такая тема. Ну, прыжок с парашюта обязательно в списке будет. Ну, второй, наверное, после этого. Первый вроде я свободен. Вот я хочу первый на А, приоритете. Почему именно такой ник ты себе выбрал? И помнишь ты свои первые ники и, возможно, самые стыдные ники в играх? Ну, у меня, да, был стыдный ник. У меня был ник, вот мне было, получается, до 13 лет у меня был ник WannaCry. Угу. Ну, там, кто не знает, переводится как «хочется плакать». Ну, это Вот еще я не самый реально думал, стыдный. что... Ну, все равно мне как-то... Ну, не очень ник, вот. А мне почему-то он нравился, я с ним бегал. Вот, но потом, получается, я решил поменять никнейм. У меня был тренер, у него был никнейм Amazing. Вот, и я просто взял,
вбил в Google Amazing синоним, и там один из синонимов был Days. Вот, и я себе никнейм Days поставил. Ну, Вот. знаешь, когда ты сказала, что у меня был стыдный ник, я ждала, типа, нагибатор 6000, про-плеер лучший в мире, я не знаю. Не, ну если прям, ладно, хорошо стыдный, это лет в 5, наверное, или в 6, у меня был ник Лордик XX. Вот, XX, я потому нашла. что Лордик был занят. Вот, я сделал себе ник Лордик XX. Ты в Нави уже много лет. Как изменился клуб за это время? За 3 года Нави очень сильно изменились. У нас появилось огромное количество составов. У нас обновился отдел мерча. У нас мерч сейчас просто невероятный. Я не могу сказать, что он раньше был какой-то не очень, но раньше его не так было много, как сейчас. Различные коллаборации, очень много разных крутых вещей, которых я ношу постоянно. Все в организации смеются, что я ходячий Нави-шоп, но это правда. Мне безумно нравится наш мерч, я его постоянно ношу. У нас офигенный офис. Если вы вдруг не видели видеообзор нашего офиса, посмотрите. Новые буткемпы, подход к командам, академии, где мы взращиваем игроков, и, в принципе, видно, что эти академии работают, и работают очень-очень хорошо. Организация изменилась кардинально в лучшую сторону, и все результаты и наличие такого огромного количества команд доказывают, что мы одни из самых лучших во всем мире, и это не может не радовать, очень приятно. И я горжусь тем, что я являюсь частью такой огромной, крутой украинской организации. 13 вопрос. 13 вопрос. Сколько часов ты наиграл в доту и в КС? И помнишь ты свой самый жесткий лустрик? Так, это очень крутой вопрос. В КС я наиграл где-то 2000 часов и стремился к этому, но потом из-за пинга и интернета, и вообще в целом компа я начал играть доту. А в доте я наиграл около 9-10 тысяч часов, что в этом роде. Помнишь ты свой самый жесткий лустрик? Ну, было такое, я вот тапнул 800, на каком-то дичайшем лустрике слил до 6800, уже хотел бросить доту. Вот. Но я там реально задумался, там, что бросить доту, там, туда-сюда. Но меня потом позвали в команду, я как-то замотивировался и все-таки продолжил играть. Вот. А сейчас я даже, трудно думать о лустрике, потому что я не знаю, что такое поражение. У меня винстрик из 15 побед подряд. Потом после этого 3 поражения и еще 4 в ряд. То есть я сейчас вообще считаю, что я на пике своей формы. И для меня поражение — это что-то непонятное. Это будет хайлайт этого интервью. Я не знаю, что такое поражение. Это чувство мне не знакомо. Угу. А я сказал, 2 мажора бы забрал уже. Да-да-да, я такая, все, боже, что я такой глупости спрашиваю? Очевидные же вещи, господи. Тогда я задаю, давай тогда 9. Ты не так давно сидишь за дотой, что было самым сложным, когда ты только начинал погружаться в эту игру? Я с детства играла в шутеры, и мне всегда нравились шутеры, и в большей степени я за ними следила. В доту я никак не решалась начать играть, потому что я понимала, что это последний вагон уже, и я не просто запрыгиваю, я за ним бегу и не могу, просто угнаться. Это еще 100 героев, такая, нет, это не для меня. Но это интересный челлендж. Самое сложное... Нельзя сказать, что прям что-то было оверсложное, потому что это не первая дисциплина, в которой я с нуля погружаюсь. Но есть моменты, которые, надо потянуть, надо узнавать, надо больше играть, понимать. Плюс огромная история и интов, побед, команд, турниров, разных локальных мемов, которых тоже нужно знать для того, чтобы понимать лучше какие-то шутки и так далее. Просто нужно немножечко больше времени и хорошая команда для того, чтобы играть и не ловить лустрики, чтобы понимать, что делать и как лучше. Но в целом это очень интересно. Плюс мне очень сильно повезло, у меня отличная команда, и поэтому, соответственно, работать с этой дисциплиной абсолютно несложно. Можем как-нибудь пойти в Нави Junior командой, только вместо... ты будешь вместо Ридус. Вот Ридус будет тайм-лидером. Все, Тамер, что ты, нормально же общались. Чего ты начинаешь? Конечно, можем. Я люблю Стаса подкалывать просто. Ребята, пишите в комментариях, хотели бы увидеть такое видео. Если будет много комментариев, много лайков под этим видео, то, конечно же, я буду на роли, получается, капитана команды играть с ребятами. Почему бы нет? Тем более ты не знаешь, что такое поражение, я тебе покажу, что такое поражение. 14. Как часто ты вообще тильтуешь или горишь из-за доты? Это нереально актуальный вопрос. Прямо сейчас горю и тильтую. Я в последнее время стал невероятным психом. Меня может выбесить даже был какой-то супер-микромомент. Надо как-то исправляться, потому что потом я жалею, что я мог наговорить там каких-то плохих вещей, да, какому-то просто невинному человеку, да, просто потому что он плохо играет. Я не должен от него ничего требовать.
по факту, если. Вот и актуальный вопрос. Вот. Да, я часто тильтую. Но, когда мы играем с командой на профессиональном уровне, ну, то есть на соревновательном, я не могу дать себе позволить вообще. Даже когда шансов практически нет, все равно нужно играть до конца и поддерживать свою команду. И вообще я хочу дать совет быстренько вот всем тем, кто хочет там апнуть рейтинг, неважно, в доте, в CSGO, там, никогда не говорите ничего плохого своим тиммейтам, потому что это никак не улучшит ситуацию, а только ее усугубит. Вот. Но ошибся и ошибся. Это уже не вернуть. Можно лишь заранее ему сказать, что, как правильно сделать. Вот. И если уж он не делает этого, в таком случае можно просто не коммуницировать с этим человеком и играть в свою игру. Всегда играть на максимум. Матч любого из составов Нави, который запомнился тебе больше всего. Так, что ты искренне переживала и получала самые яркие эмоции при просмотре. Любой матч на мажоре, где играет Нави, это всегда тильт. Не потому, что ребята плохо играют, понятное дело, они хорошо играют, но ты всегда переживаешь, потому что на кону проход в следующую стадию, либо там гранд-финал, и, наверное, самый яркий матч, который я видела в своей жизни, был относительно недавно. Это был Нави Фурия, где весь зал скандировал ники бразильской пятерки и не поддерживали Нави. Это было очень странно видеть. Ну и вот, наверное, вот тогда я переживала больше всего, потому что я понимала, что ребята сильные, они хорошо подготовились, но эта атмосфера вообще никак не располагает, наоборот, очень сильно мешает нашим ребятам отыграть на полную силу. Финал против G2, мажора, где Нави забрали мажор в Стокгольме, и вот и с Фурией матч. Наверное, самый яркий и самый прикольный. Хотя я всегда переживаю на всех матчах, в любом случае. Так, цифра, я уже забыл, какие я называл. Цифра 8 вроде называл. Нет, не называла. Если бы тебе сказали выбрать человека, который является главной легендой Доты, кого бы ты назвал и почему? Я вот говорю про Крита, но я все-таки не считаю его прям легендой Доты. Легендой Доты я, наверное, больше считаю Миракла. Потому что Миракл это... Его, конечно, трудно сравнить с Симплом, но Миракл тоже выдающийся игрок. Это зверь. Все боятся играть против Миракла. Даже в его нынешней форме, когда он не особо сейчас, да, прям играет, все равно страшно против него играть, потому что ты никогда не понимаешь, делает ли он это специально или не специально, потому что ты всегда, у тебя, нет, точнее, нет, ты всегда в голове думаешь, что он это делает, потому что он может это сделать. И поэтому ты понимаешь, что когда он нападает на тебя, ты не можешь дать ему ничего в ответ. Потому что, ну, он супер крутой игрок, он не ошибается. Но, на самом деле, Миракл тоже ошибается, вот, и его тоже можно победить. Но все равно он легенда тут. Я не знаю, зачем я вообще про что я сейчас говорил. Просто вот мы недавно играли КВ против них, и было нелегко в плане моральном. Мы там играли против многих грандов, но вот именно против Миракла было нелегко. Просто вот нелегко. Это трудно объяснить. Я думаю, те, кто вообще хоть чуть-чуть там следили за Мираклом, поймут, о чем я говорю. Вот, кстати, ты не жалеешь о том, что в свое время ты сделал выбор в пользу Доты, а не КС? Нет, я ни капельки не жалею, потому что у меня майндсет по жизни, все, что не делается, все к лучшему. Если бы я остался, допустим, продолжил играть CSGO, возможно, у меня чего-то бы не добился. А может, и взял бы этого мажора, кто знает. Как бы все, что происходит, все происходит к лучшему, в общем. То, что произошло, уже не изменить, и нужно лишь радоваться, жить момент. А катаешь ли ты сейчас в КС-ку, либо в какие-то другие игры, помимо Доты? Помимо Доты я вообще не люблю ничего играть. Максимум могу позволить себе поиграть в CSGO с друзьями. Угу. Но тоже устаю очень сильно, потому что я чувствую себя невероятным нубом, и я хочу уже отыграться в доте, потому что, ну, то есть, трудно чувствовать себя лузером, хочется Да, быть победителем. я Поэтому понимаю, я что- после CSGO сразу хожу в доту и наказываю всех. Цифра 4. На какой позиции ты начинал играть и как пришел к четверке? Всю свою жизнь, да, до там 11-12 лет я играл on limit. Бывало, играл на кэре. Вот. Когда мне давали мою роль, я играл на ПДЖ. Ну, не роль, там, когда я другой роль играл на ПДЖ, на любую абсолютно роль. У меня очень много игр на миде, очень много игр на кэре. К четверке я пришел как-то вообще спонтанно. То есть мне нравилась эта роль, я как-то поигрывал. И меня позвали в команду, там, типа, там уже был кэри, уже был мидер, и нужно было играть на 4. Вот, я такой, почему бы и нет, согласился. И как-то вот мне понравилось, и я продолжил играть на 4-й позиции. В рейтинге ты тоже играешь на четверке? Ну, у нас такая система в доте, что, возможно, у нас может быть в команде, да, 2 четверки или там... Ну, в общем, не достает какой-то роли.
Вот, я могу спокойно пойти на другую роль и спокойно уничтожить игру на любой другой роли. Также могу на мид сходить, также на кэрри, также там на любую другую роль я спокойно схожу и сыграю ничуть не хуже. Расскажи о своем хобби, о котором точно не знают зрители канала. Из увлечений, которые никто не знает, я люблю печь. Как бы странно это ни звучало. Печь или Да. петь? Печь. Петь у меня плохо Ничего получается. себе. Да, я люблю... иногда я занимаюсь выпечкой. Я себе не пеку, потому что я буду это все есть, и вы потом не увидите меня в кадре, я не смогу в него влезть. Поэтому я могу испечь торт в качестве подарка. Я пекла торт на свадьбу бабушке, дедушке на золотую свадьбу. И могу подарить торт в качестве подарка на ДР, если я не знаю, что подарить. Ну и также я увлекаюсь огнестрельным оружием. Кто не знал, я люблю поехать в тир, пострелять, там, посмотреть какие-то ролики, связанные с оружием, с какими-то классификациями, характеристиками, чем отличается один от второго, какой там магазин и так далее. Поэтому, если есть возможность поехать на шопинг условно, либо поехать в тир пострелять, я пойду в тир пострелять. Вы знаете, где меня искать. Ну, еще я недавно была на курсах медицинской помощи. Ситуация такая в стране, что необходимо... Ну, и без этого нужно знать, как помочь людям. Поэтому научилась эвакуировать людей и узнала, что делать, если тебе порезали живот, и у тебя выпали внутренности наружу. Какую кухню предпочитаешь, и умеешь ли ты сам готовить? Трудный вопрос. Я вообще люблю абсолютно все кухни. Да, я готов есть все, что приготовит моя мама, потому что она готовит прекрасно. Готовить сам не умею, потому что, опять же, мне повезло, что у меня есть такая мама. Вот, и как бы... Ну, могу, конечно, определенно какие-то, да, там, яичницу, да, там, яичницу, там еще что-то. Ну, могу себе там бич-пакет, да, сварить. А что самого странного ты когда-либо ел в своей жизни? Я ел акулу. Ну, это было в Турции, я был маленький, я не помню точно, но насколько я помню, вкус такой же, как у рыбы просто, обычная рыба. Там больше психологически это, ну, приготовиться надо, чтобы ее съесть. А как ты вообще относишься к большому спорту? Следишь ты за какими-то видами спорта, какими-то крупными чемпионатами, там, футбол, к примеру? Да, вот как раз-таки ты сказал про футбол. Слежу только за футболом. Буду вот смотреть за чемпионатом мира. Болею за Бразилию, если кому-то интересно. Конечно, хотелось бы, чтобы победила Португалия. Роналду в моем сердечке. Ну и, наверное, все. Я больше не смотрю ни за какими видами спорта. Люблю только футбол. Буду играть ММ и в Альтабе смотреть чемпионат мира. Друзья, вот такой вот формат видео у нас сегодня получился. Если вам он понравился, обязательно напишите об этом в комментариях. Чем больше хороших комментариев, тем больше вероятность того, что мы сделаем что-то похожее со следующими игроками. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте нам побольше лайка, подписывайтесь на соцсети Дейза. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.